На этой неделе биткоин показал взрывное движение, из-за чего пробил очень важный уровень 50 тысяч долларов, и как результат его цена выросла на 10% буквально за 7 дней. При этом, если мы откроем недельный график, мы увидим, что биткоин растет уже вторую неделю подряд. И в данной ситуации сложно не заметить, что повторяется аналогичная картина, как это было в конце октября 2023 года. Тогда биткоин также вырос на 25% за 14 дней. Вот только после этого рост замедлился, а инвесторы приступили перенаправлять капитал в альты, о чем сигнализировали данные по доминированию битка. И как раз таки именно в то время такие монеты как Solana, Matic, Avax и многие другие пробили новые годовые максимумы, хотя тогда биткоин даже не дошел до уровня 40 тысяч долларов. Так вот, если мы вернемся в наши дни и откроем график доминирования, мы увидим, как биткоин начинает ослабевать и вот-вот может начать двигаться вниз, а все потому, что инвесторы переходят в режим накопления альтов. Простыми словами, такая фаза на рынке называется альт-сезон, и поэтому сегодня в ролике мы уделим особое внимание рынку альтов. Ведь пока биткоин застрял в диапазоне выше 50 тысяч, большое количество альтов, как например Kaspa, VeChain, Sei, а также Render, фиксируют от 20% роста за неделю. Сегодня вас ждет большой разбор рынка альтов. Мы, конечно же, поговорим про такие монеты, как Ethereum, который готовится пробить 3000 долларов, разберем Solana, которая пытается отметить новый годовой максимум, разберем нашумевший листинг новой монеты Starknet, а также я для вас подготовил несколько интересных альтов, которые точно заслуживают вашего внимания на предстоящей неделе. Поэтому предлагаю вам не тратить время, а сразу перейти к ролику, но только после того, как вы поставите лайк. Мы знаем, что вы очень любите ролики про интересные альты, поэтому, чтобы такие видео выходили еще чаще, давайте наберем 800 лайков. За вашу поддержку вам заранее большое спасибо. Вы на канале Coin22. С вами Влад. Мы начинаем. Что ж, дамы и господа, поскольку сейчас каждый день играет решающую роль для движения крипты, перед тем как мы разберем альты, я просто не могу пройти мимо биткоина. Как я говорил еще в прошлом ролике, этот недельный рост напрямую связан с тем, что большие фонды, как например BlackRock, не прекращают покупать биткоин. И свежая метрика нам подсказывает, что на этой неделе наблюдалась самая высокая активность китов за последние 20 месяцев. Ведь киты, у которых на кошельках от 1 до 10 тысяч биткоинов, купили еще биткоина почти на 13 миллиардов долларов с начала этого года. Это вызвало рост транзакций на сумму более 100 тысяч долларов, а биткоин на этом фоне поднялся выше уровня 52 тысячи. В нашем видео, которое выходило в четверг, я сказал, что для продолжения роста биткоин должен закрыть недельную свечу выше уровня 50 тысяч. И в принципе ему это удалось, ведь сейчас он торгуется выше этой важной поддержки. И следующая неделя для биткоина станет еще важнее, чем это, поскольку теперь уровень 50 тысяч должен стать очень надежной поддержкой для цены, что, честно говоря, возможно, особенно если приток капитала в ETF продолжит расти. Но более подробный прогноз биткоина на следующую неделю с ключевыми уровнями накопления мы уже опубликовали в нашем телеграм-канале, где мы также ежедневно делимся только самыми актуальными новостями. Поэтому, чтобы оставаться в курсе всех событий, обязательно подпишитесь. Ну а что же в это время происходит с альтами? Открыв график капитализации альтов без учета биткоина, мы видим, что в четверг общая капитализация альткоинов протестировала годовой максимум на уровне почти 900 миллиардов долларов. Конечно, по большей части рост альтов напрямую связан с общим положительным фоном на рынке и ростом биткоина. Вот только если мы перейдем на график доминирования биткоина, мы наглядно увидим, что сейчас этот показатель не может перейти границу выше 54%. И что самое интересное, такое же движение доминирования наблюдалось, когда биткоин пытался пробить уровень 40 тысяч долларов. В то время, когда биткоин пробивает новые максимумы, его цена всегда замедлялась и приторговывалась возле максимальных уровней, потому что в это время одна часть трейдеров фиксирует свои позиции, а другие инвесторы наоборот заходят в рынок и начинают покупать. И вот как раз таки те инвесторы, которые получили ликвидные стейблкоины, перенаправляют свой капитал в различные альты. Есть даже вот такая схема, на которой показано, что первый капитал всегда идет только в биткоин. После этого мы наблюдаем приток средств в главный альткоин эфир, и только после этого оставшаяся ликвидность поступает в альты. Понятно, что в теории все работает очень просто.
Но вот как на практике понять, когда капитал переходит в альты? А в этом нам помогут данные доминирования биткоина и капитализация альтов, о которых я говорил ранее. Так вот, на месячном графике капитализации мы видим, что вот этот индикатор сигнализирует об изменении тренда, как это было в конце 2020 года. Таким образом, потенциал на альт-сезон увеличивается, когда капитализация альтов пробьет 1 триллион долларов. И активное движение альтов, особенно тех, которые работают на сети Ethereum, может начаться в марте, до и после обновления Dencun. При этом, если доминирование будет опускаться к уровню 52%, это будет сигнализировать о более сильном спросе на альты. Так что за этими индикаторами обязательно нужно следить в ближайшее время. Но также нам стоит следить и за важными событиями на рынке альтов, одним из которых является долгожданный листинг самой обсуждаемой монеты еще с 2022 года под названием Starknet от компании Starkware. Эта монета уже успела поднять шумиху на рынке, и те ребята, которые занимаются airdropами, прекрасно понимают, о чем я говорю. Ведь проект Starknet был анонсирован еще в 2022 году. Главным преимуществом данного проекта является его скорость и масштабируемость, ведь он предлагает совершенно новый принцип обработки транзакций. Ведь сначала сеть накапливает очень много транзакций, а после формирует их в одну большую и подтверждает. Причем это все происходит за считанные доли секунд. А поскольку проект работает на блокчейне Ethereum, предстоящее обновление Dencun является положительным катализатором. К тому же в Starknet уже инвестировало очень много крупных фондов, и даже сам Виталик Бутерин принял участие в первом раунде финансирования, которое провели в 2018 году. Но на данный момент купить токены Starknet нельзя, ведь они еще не торгуются на биржах. Причем Binance пока даже не собирается листить эту монету, а биржа Bybit начнет торги только 20 числа. Но всем, кто желает первым поучаствовать в листинге Starknet и получить бесплатные токены уже завтра, поможет наш официальный партнер биржа OKEX. Да, друзья, вам не послышалось. Команда Coin22 заключила официальное партнерство с одной из самых популярных бирж в мире, которая занимает 4-е место в рейтинге, имеет самое большое количество посещений после Binance, предлагает множество популярных криптовалют, а также ее торговые объемы превышают даже Coinbase. Мы долгое время тесно сотрудничали с биржей OKEX, чтобы получить лучшие условия только для наших зрителей. И первый эксклюзивный бонус вы можете получить уже завтра, а конкретно 19 февраля поучаствовать в бесплатной раздаче токенов Starknet, для чего потребуется выполнить всего 3 простых действия. При этом обязательно нужно пройти регистрацию именно по той ссылке, которая указана в описании. Также все наши зрители могут ежедневно участвовать в раздаче 50 USDT, получать секретные боксы с денежными подарками и совершать любые операции с криптовалютой с самой низкой комиссией на рынке. Но больше лучших призов достается активным пользователям. Поэтому если вы регулярно покупаете крипту и торгуете, вы можете это удобно делать на OKEX и дополнительно получать множество презентов. Сейчас все в ожидании листинга Starknet, так что пока эта монета не появилась на Bybit и Binance, проходи регистрацию на OKEX по ссылке в описании и участвуй в раздаче бесплатных токенов от нашего официального партнера. Ну а мы давайте пока разберем, как обстоят дела с эфиром. Ведь главный вопрос, которым задаются все, когда он пробьет 3000 долларов. На самом деле эфиру не хватило буквально 5%, чтобы протестировать новый годовой максимум на уровне 3000, ведь первым локальным сопротивлением стал уровень 2800. И как раз таки именно в этой точке уровень сопротивления пересекается с медиальной линией торгового канала. Конечно, это может спровоцировать ретест восходящей линии тренда на уровне 2600, где, кстати, еще проходит 20-дневная линия EMI. Но последние фундаментальные катализаторы создают очень положительный фон вокруг эфира. Поскольку важные обновления проведут 13 марта, многие аналитики прогнозируют, что уже к этому времени эфир будет стоить даже выше 3000. И главным фактором, который может на это повлиять, это рост валидаторов в сети. Если кто не знает, валидатор — это как майнер в блокчейне биткоин. Только если майнерам нужно иметь вычислительные мощности, валидаторам необходимо держать много криптовалюты. В случае с эфиром нужно иметь 32 эфира. Это почти 90 тысяч долларов. И после этого вы получаете право на подтверждение транзакций. Так вот, сейчас общее количество валидаторов составляет 945,5 тысяч. Но что самое важное, за прошлую неделю было создано 12 700 новых узлов, которые подняли общее количество застейканных эфиров на сумму 1,2 миллиарда долларов. Причем на данный момент около 9 тысяч новых валидаторов стоят в очереди на подключение к сети. Таким образом, только 280 тысяч эфиров были куплены, чтобы создать новые узлы. И в преддверии обновления Dencun это количество, вероятно, будет расти, за счет чего 3000 мы можем увидеть уже в ближайшее время. Поэтому на вот этой поддержке или даже около рыночной цены можно купить небольшую часть монет. Также не меньше вопросов, чем эфир, вызывает Solana, которая все-таки не смогла удержать 4-е место в рейтинге, ведь ее цена не пробила 120 долларов. И нам нужно учитывать, что если Solana продолжит
продолжит торговаться ниже уровня $120, есть шансы на тестирование главной поддержки около $100. Но при этом Solana положительно повлияла на другую монету, которая называется Filecoin. На этой неделе проекты объявили о своем партнерстве, которое направлено на интеграцию блокчейнов, что должно повысить безопасность, а также масштабируемость, из-за чего глава Solana Анатолий Яковенко лично выразил свою благодарность представителям Filecoin. Как вы уже поняли, на Solana это никак не повлияло, но вот монета Filecoin выросла аж на 12%. И в принципе, если это партнерство будут как-то развивать в будущем, это может создать вот такой положительный эффект на цену обеих монет. Кстати, Filecoin это очень масштабный проект, который даже сотрудничает с главной компанией по разработке военной авиации в Америке под названием Lockheed Martin. Поэтому, если вы желаете отдельный обзор на Filecoin, пишите в комментариях. Также мы можем отметить несколько лидеров роста на этой неделе. И бесспорно, самым главным из них стала монета VeChain, которая выросла на 50% за неделю, благодаря новым обновлениям в сети и недавним конференциям. Этот проект является лидером в интеграции бизнеса с блокчейном. К тому же недавно VeChain заключили партнерство с крупнейшей консалтинговой компанией BCG. А вот другим лидером роста стал токен STX, который вырос на 40% за неделю. А все потому, что STX обеспечивает поддержку специальных смарт-контрактов для биткоина. А поскольку биткоин вырос выше уровня 52 тысячи, STX показал активное движение. Однажды STX попадал в наш топ криптовалют. Поэтому, учитывая, что впереди нас ожидает халвинг, можете понаблюдать за STX, ведь на фоне роста биткоина он может даже пробить свой исторический максимум. Далее у нас идут еще 3 альткоина, за которыми стоит следить на следующей неделе. Ведь 22 числа биржа Coinbase запустит на них фьючерсы, которые потенциально могут привлечь внимание инвесторов и вызвать спрос в том числе и на спотовом рынке. Первой монетой является DOT, который сейчас торгуется в восходящем диапазоне и пытается пробить уровень $8. Но если учитывать, что эта новость никак не повлияла на цену DOT, нам остается увидеть, какой будет торговый объем 22 числа. Ведь если торговые объемы будут высокими, спотовая цена DOT стоять на месте явно не будет. Также фьючерсы запустят на интернет-компьютер. Это, кстати, один из немногих альтов на базе искусственного интеллекта, которые вообще залистили на Coinbase. Про ICP я подробно рассказывал в нашем топе монет на базе ИИ, где рекомендовал вам покупать монету по $10. И, кстати, те, кто успели это сделать, сейчас в плюсе на 30%. Хотя прошел только 1 месяц. Новость Coinbase также не повлияла на цену, но тем не менее сама монета очень перспективная, и она за очень короткий промежуток времени вырвалась в топ-20. А с развитием индустрии искусственного интеллекта, который с каждым днем набирает обороты, ICP может показать хорошее движение. Тем более Coinbase оказывает дополнительную поддержку. В моем портфеле ICP есть, и сейчас даже думаю купить еще одну небольшую часть. А если все-таки куплю, расскажу вам об этом в будущих роликах. А третьей монетой, на которую запустят фьючи, является NIR протокол. И в данном случае еще раз повторюсь, что влияние на цену NIR это не оказало. Но опять-таки, привлечение новых инвесторов через фьючерсы это также положительный фактор, который может повлиять в будущем. К тому же нужно понимать, что на Coinbase есть не все монеты, а доступные контракты можно вообще на пальцах сосчитать, потому что за Coinbase активно следит SEC, и фьючерсы есть только на те монеты, которые были проверены самой биржей. Так что это является своего рода галочкой в надежности этих токенов, но при этом их высокую волатильность никто не отменял, как, например, движение цены монеты Matic, потому что вчера стало известно, что один крупный кошелек, который держит 17 миллионов токенов Matic, перевел около 3 миллионов на сумму $2,8 миллиона на биржу Kraken, и чаще всего такое делают именно для продажи. Вот поэтому даже несмотря на рекордный рост пользователей в сети Polygon, продажи от таких крупных инвесторов вызывают резкие скачки цен. Matic как будто бы уже потерял вот эту восходящую линию тренда, и если в ближайшие дни он не вернется выше локальных уровней, он может вернуться в свой любимый диапазон около 80 центов. Но это прям в крайне негативном сценарии. Но все же основное внимание в ближайшее время будет направлено именно на эфир и альты, которые с ним связаны, как, например, Optimism или Arbitrum, ведь уже в марте нас ждет важнейшее обновление со времен Шанхая в 2023 году. Так что мы обязательно будем следить за этими монетами и многими другими альтами. А если будет появляться интересная информация, первыми ее получат подписчики нашего телеграм-канала. Поэтому подписывайтесь, не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на следующей неделе. Всем желаю удачи, до скорых встреч!